Всем мир! Это вторая и заключительная часть моих приключений на сервере Lumix. Блин, названием предыдущего видео я как будто предсказал будущее. Изначально я планировал разбить на главы и это видео, но потом передумал. А вы пока ставьте лайки, пишите комментарии, а я включу интро. Итак, после концовки прошлого видео я вернулся на спавн, ибо там проходил турнир по шахматам. И хоть я записал много материала, про сам турнир мне сказать нечего, ибо я за ним особо не следил. Я больше занимался полетом на гасте и сбором вещей умирающих игроков. Через какое-то время после турнира были выборы мэра. Баллотировались два игрока. Клеркман, от лица которого почему-то говорил другой игрок, и Герент. Победил по итогу Герент, а речи кандидатов я выложу у себя в ТГ. Ссылка в описании. Еще между делом я побывал на конкурсе на лучший анекдот, но анекдот был только один, да и тот я также опубликую в ТГ, ибо я сомневаюсь, что на ютубе можно шутить на подобные темы. Потом к серверу подключился Ярик. Да-да, тот самый Ярик, что когда-то был админом сервера Майнсворд. Он помог доделать мост из предыдущего видео, после чего задумал построить на местных болотах город и назвать его Нью-Лондон. Но прежде чем превращать болото в город, Ярик решил построить на спавне центр пропаганды. Где-то между делом я за кадром отправился в шахту и умер там, потеряв все свои вещи. А я напомню, что тогда у меня был полный сет алмазной брони и все алмазные инструменты, а также несколько стаков железа. Будь я в одиночной игре, я бы пересоздал мир. Но раз я на сервере, то из чистого листа надо начинать на территории сервера. Я переписал свою базу на Ярика, а сам пошел на край света, в Месу, чтобы построить там город в стиле Дикого Запада. Однако, Меса оказалась запривачной, и я отправился в Вишневый лес, чтобы построить уже японский город. Но все вишневые леса в восточной части сервера тоже были запривачены, поэтому я отправился на западную часть карты, а если быть точным, то к западному барьеру. По пути я несколько раз умер, но таки достиг цели. И да, эта гора была без привата. Я заприватил ее и назвал Сакураяма, что в переводе с японского означает «вишневая гора». На Сакураяме я сделал себе железную броню и инструменты, после чего занялся терраформингом, в ходе которого наткнулся на спавнер зомби. Повезло, повезло. Потом я еще немного покопался в шахте, попутно слушая историю Антигрифер Шоу. Но когда я вернулся домой, я решил подрубить стрим. И не прогадал. Собственно, этот стрим был началом конца игры на сервере. Сперва я каким-то образом оказался в каком-то таинственном помещении, напоминающем крепость с порталом, но украшенном куда лучше и красивее. Сам портал был, и, как я понял, это была чья-то база, построенная в крепости. Потом меня встретил Кот Мир, который по размеру был хоть и больше меня на одном из сезонов Майнсворда, я тогда был в 2 пикселя вообще, но все равно было видно, что Дэвид Блейн над ним поработал и немного скукожил. Как говорится, в рот мне ноги! Кот Мир показал новые инструменты и крафты, вернул мне вещи, которые я потерял за несколько дней до этого, а потом я уже сам наглядно продемонстрировал подписчикам суть поговорки «жадность фраера сгубила». Когда же я смог вылезти из шахты, начался непосредственно конец. Правда, в какой-то степени это было лишь начало. Я заметил эндермита, переименованного кем-то в частицу пустоты, и, не ожидая от этого существа какого-либо подвоха, убил его. И зря я это сделал. На экране тут же появилась надпись: «Частицу бьешь, бьешь себя». Следующий, наверное, час на меня охотились эндермиты, а также какие-то модифицированные эндермены. Благо, они были гидрофобами, и я прятался от них в воде. Потом появился невидимка. Сперва он ел блоки и лодки, потом он гонялся за мной на лодке, потом не давал вылезти из лодки. В какой-то момент я решил, что это Элверис, воображаемая девушка из моего сериала, но нет.
Потом выяснилось, что это были админы с эффектом невидимости. Когда я вернулся на базу, я решил построить портал в Незер, но портал покрылся скалком и сломался. Потом над моей кроватью, которая за неимением дома стояла прямо в лесу, появились черные блоки, которые нельзя было сломать. На этих блоках иногда появлялись эндербиты, а самих блоков с каждым разом становилось все больше и больше. Как мне объяснили позже, это был разлом или что-то типа того. Ближе к концу стрима в разных частях Сакураямы появились визер-розы с координатами. На координаты я пришел за кадром. Там меня ждал айсберг, покрытый скалком. Рядом была заснеженная гора, также покрытая скалком. Под горой была пещера, куда я отправился. Там меня снова встретил Катмир и телепортировал в подпространство, где находились дюб-машины. Но мне они были неинтересны. Мне нужно было убрать разлом с неба над Сакураямой. Потом было открытие Энда. Сперва мне дали неправильные координаты. Потом сервер начал лагать. И нет, вы не поняли. Он прям начал конкретно так виснуть. По итогу, где-то между лагами меня убил дракон. Админы отказались признавать свою вину, поэтому я официально заявил об уходе с сервера. Казалось бы, все, конец. Но я верю, что конец чего-то одного — это начало чего-то другого. В моем случае, это начало нового выживания, которому не помешают лаги, разломы, админы, Ярик и сюжет. Но об этом я уже расскажу в другом видео. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Ивмир. Всем счастья, здоровья и пока. До скорых, надеюсь, встреч.